Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Я юрист Валерий Табаков, и сегодня я хочу поделиться с вами своей авторской позицией по очень важной теме. По теме радикального национализма и пределы правосудия. Этот разговор я начну не с эмоций, не с политических оценок и не с общественных симпатий, а исключительно с права, как единственного инструмента, который способен удерживать общество от скатывания в произвол в периоды кризиса, трагедий и резонансных преступлений. Право существует не для того, чтобы быть популярным, и не для того, чтобы подтверждать ожидания большинства. Право существует для того, чтобы ограничивать страсти, фильтровать эмоции и подчинять общественную реакцию строгим и универсальным правилам. В последние годы мы все чаще сталкиваемся с явлением, которое я, как практикующий юрист, не могу игнорировать. Радикальный национализм не как форма культурной идентичности, а как агрессивная идеология стремится занять место права в общественном сознании. Он предлагает простые ответы на сложные вопросы, требует немедленного морального возмездия вместо процессуального анализа и подменяет юридические категории категориями лояльности, принадлежности и символической правильности. Право по своей природе универсально. Оно исходит из презумпции равенства всех перед законом. Национализм же, доведенный до радикальной формы, по своей природе эксклюзивен. Он делит общество на своих и чужих, на достойных сочувствия и недостойных защиты, на тех, чьи права воспринимаются как абсолютные, и тех, чьи права предлагается рассматривать как условные. Для юриста это не абстрактная философская коллизия, это прямой конфликт с основами правового государства. Когда идеология начинает требовать от суда не применения закона, а подтверждение правильной картины мира, суд оказывается под давлением, которое редко оформляется в виде прямых угроз, но почти всегда проявляется в форме ожиданий. Эти ожидания опаснее любого ультиматума, потому что они маскируются под общественный запрос, под моральную необходимость, под якобы высшую справедливость. Суду начинают задавать вопросы, которые по своей сути являются антиправовыми. На чьей вы стороне? Понимаете ли вы чувства общества? Не оскорбляет ли процедура чью-то память? Не слишком ли много прав у обвиняемого? С точки зрения права, сами эти вопросы уже являются симптомом разрушения правового мышления. Суд не имеет сторон. Суд не обязан чувствовать. Суд не должен соизмерять закон с эмоциями. Там, где суд начинает отвечать на подобные вопросы, правосудие незаметно
трансформируется в трибунал, а процедура – в ритуал, подтверждение заранее сформированного приговора. Радикальный национализм всегда конфликтует с правом, еще и потому, что он предпочитает миф факту. Право оперирует проверяемыми обстоятельствами, допустимыми доказательствами, логической связью между событием и выводом. Миф же не требует проверки. Он сакрален. Сомнение в нем объявляется враждебностью. В условиях доминирования мифа любое процессуальное сомнение начинает восприниматься как моральное преступление. А между тем, именно сомнение является сердцем правосудия. Судебный процесс существует не для того, чтобы подтвердить очевидное, а для того, чтобы проверить даже то, что кажется очевидным. История права показывает, что самые тяжелые судебные ошибки совершались именно в тех делах, где обществу казалось, что все и так понятно. Очевидность – это категория эмоций, а не доказательств. Очевидность не проходит экспертизу, не проверяется перекрестным допросом и не выдерживает апелляционного контроля. Право же существует именно для того, чтобы защищать общество от соблазна очевидности. В этом контексте особого внимания заслуживают резонансные уголовные дела, которые становятся не просто предметом судебного рассмотрения, а символами, знаками и маркерами идеологического противостояния. В украинском общественном пространстве таким делом стало уголовное производство по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Я подчеркиваю это принципиально. Я не анализирую сейчас доказательства, не высказываюсь о виновности или невиновности и не даю процессуальных оценок действиям сторон. Мое внимание как юриста сосредоточено исключительно на том, как подобные дела функционируют в общественном и правовом поле. Это дело стало примером того, как трагическое событие может быть превращено в идеологический символ, а судебный процесс – в объект ожиданий заранее определенного результата. В таких условиях любое напоминание о презумпции невиновности начинает восприниматься как кощунство. Любое упоминание о праве на защиту как оскорбление памяти, а любое процессуальное сомнение как политическая позиция. Для правовой системы это крайне опасный сдвиг. Презумпция невиновности – один из наиболее ненавистных принципов для любой радикальной идеологии. Она раздражает именно потому, что защищает непопулярного, потому что не позволяет вынести приговор заранее, потому что требует времени, доказательств и терпения. Но без презумпции невиновности уголовное право перестает быть правом и превращается в инструмент возмездия. Государство, которое допускает отказ от этого принципа под давлением общественных эмоций,
перестает быть правовым, независимо от того, какими лозунгами оно себя оправдывает. Важно понимать, что давление на суд в резонансных делах редко носит форму прямого вмешательства. Чаще это давление ожидания, ожидание правильного приговора, ожидание, что суд подтвердит уже сформированную общественную версию, ожидание, что процедура не помешает символическому акту наказания. Но ожидание – это тоже форма давления. И с юридической точки зрения она ничуть не менее опасна, чем открытая угроза. Суд в правовом государстве не является инструментом общественного утешения. Он не предназначен для символического возмездия и не обязан участвовать в национальных ритуалах скорби или гнева. Его единственная функция – установить факты в рамках закона и вынести решение в соответствии с процедурой. Любая попытка возложить на суд иную миссию, будь то моральная, идеологическая или воспитательная, разрушает его институциональную природу. В условиях радикализации особая ответственность ложится на судей. Судья в такие моменты перестает быть просто носителем мантии и становится последним барьером между законом и толпой. Это тяжелая и неблагодарная роль, потому что соблюдение процедуры почти всегда выглядит слабостью в глазах радикально настроенной общественности. Но именно эта слабость и есть сила правосудия. Судья, который выдерживает процедуру в резонансном деле, защищает не конкретного обвиняемого и не конкретного потерпевшего. Он защищает саму возможность справедливого суда в будущем. Юристы, адвокаты, прокуроры, ученые также несут ответственность за сохранение правового языка. Когда юридическое сообщество начинает подстраиваться под идеологическую риторику, заменяя термины ярлыками, а аргументы лозунгами, право деградирует изнутри. Молчание юриста в условиях идеологического давления – это форма пассивного соучастия, не активного, но не менее опасного. Радикальный национализм опасен не тем, что он апеллирует к идентичности. Он опасен тем, что разрешает ненависть, легитимизирует исключение и оправдывает отказ от универсальных правил. Право же не знает чужих, оно знает обвиняемых, потерпевших, доказательства и нормы закона. Там, где в суде появляется категория «чужой», правосудие уже проиграло. Я намеренно избегаю оценок конкретных людей и конкретных доказательств, потому что право должно оставаться выше текущего конфликта. Но именно поэтому я считаю необходимым публично говорить о системной угрозе. Если суд начнет выносить решение, ориентируясь на ожидания, а не на доказательства, если процедура станет вторичной по отношению к идеологии, если презумпция невиновности будет восприниматься как формальность, а не как фундамент, правовое государство
перестанет существовать. Не в лозунгах, а на практике. Необходимо отдельно остановиться на механизмах, посредством которых идеологическое давление проникает в судебный процесс, оставаясь формально невидимым. В современном обществе суд все реже подвергается прямому административному или силовому воздействию. Гораздо чаще давление принимает форму информационного фона, в котором любое процессуальное действие суда заранее интерпретируется через призму политической или идеологической лояльности. В таком фоне судье фактически навязывается роль не правоприменителя, а интерпретатора общественных ожиданий. Медиа в этих условиях играют ключевую роль. Они формируют упрощенную картину происходящего, где сложный уголовный процесс редуцируется до бинарной схемы: враг – герой, правильное решение – предательство. При этом сама логика уголовного судопроизводства, основанная на проверке доказательств, допустимости, достоверности и достаточности, вытесняется эмоциональным нарративом. В результате любое действие суда, не совпадающее с заранее сформированным медийным приговором, начинает восприниматься как аномалия. Для правовой системы это означает подрыв принципа состязательности. Стороны в процессе формально сохраняются, но фактически одна из них оказывается в положении, когда ее аргументы заранее делегитимизированы не судом, а общественным мнением. Защита в таких делах вынуждена бороться не только с обвинением, но и с идеологическим фоном, в котором сама идея защиты представляется морально подозрительной. Это фундаментальное искажение самой природы уголовного процесса. Особо опасным является тезис о так называемом справедливом приговоре, который все чаще используется в публичной риторике. С точки зрения юриста, справедливость не может существовать вне процедуры. Приговор, который воспринимается большинством как справедливый, но вынесен с нарушением процессуальных гарантий, является не актом правосудия, а юридическим произволом. История права неоднократно демонстрировала, что общественное чувство справедливости подвержено колебаниям, манипуляциям и идеологическому влиянию. Именно поэтому право сознательно дистанцируется от эмоций и опирается на формальные правила. В этом контексте крайне важно подчеркнуть, что соблюдение процессуальных прав обвиняемого не является проявлением слабости государства. Напротив, это единственное доказательство его силы. Государство, которое может позволить себе соблюдать процедуру даже в условиях общественного гнева, демонстрирует зрелость и устойчивость. Государство, которое отказывается от процедуры ради сиюминутного одобрения, признает собственную институциональную неуверенность. Возвращаясь к резонансным уголовным делам, подобным делу по обвинению Вячеслава Зинченко, следует ясно зафиксировать: сам факт общественного резонанса не может и не должен влиять на стандарт доказывания. Вина в уголовном праве
не становится более очевидной от количества публикаций, комментариев или публичных заявлений. Она либо доказана в установленном законом порядке, либо нет. Любая иная логика несовместима с правовым государством. Отдельного внимания заслуживает феномен морального шантажа суда. Он выражается в утверждении, что строгое соблюдение процедуры якобы оскорбляет память потерпевших или нивелирует значимость трагедии. Это опасная и юридически ложная конструкция. Процедура не умаляет трагедию. Напротив, она единственный способ придать ей правовое измерение, не превращая уголовный процесс в акт коллективного возмездия. Суд не может и не должен быть инструментом исторической или идеологической компенсации. Его задача не в том, чтобы восстанавливать справедливость в абстрактном моральном смысле, а в том, чтобы применять конкретную норму закона конкретным фактам. Попытка нагрузить суд функциями морального арбитра неизбежно ведет к размыванию границ его компетенции и подрыву доверия к судебным решениям в долгосрочной перспективе. Особая роль в этой ситуации принадлежит профессиональному юридическому сообществу, когда юристы начинают оправдывать нарушение процедуры ссылками на исключительные обстоятельства. Они фактически закладывают прецедент, который впоследствии может быть использован против любого. Право не знает исключительных обстоятельств для отказа от своих фундаментальных принципов. Любое исключение рано или поздно становится правилом. Радикальный национализм в своей сущности является всегда антиправовым. Он требует от суда не беспристрастности, а идентификации. Он ожидает не анализа, а подтверждения. Он не терпит сомнений, потому что сомнение подрывает миф. Но именно сомнение является основой правового мышления. Суд, лишенный сомнения, перестает быть судом. В завершение хочу сказать, что я считаю необходимым сформулировать главный вывод. Правовое государство проверяется не в спокойные периоды и не в делах без общественного интереса. Оно проверяется именно в резонансных, трагических и эмоционально насыщенных процессах. Если в таких делах суд сохраняет верность закону, процедуре и презумпции невиновности, правовая система выдерживает испытания. Если нет, она начинает разрушаться, даже если внешне все выглядит как торжество справедливости. Друзья, я намеренно говорил не о конкретных доказательствах и не о персональной ответственности. Я говорил о принципах, потому что именно они сегодня находятся под наибольшей угрозой. Радикальный национализм может быть громким, эмоциональным и мобилизующим, но он не способен заменить право. Там, где право уступает идеологии, исчезает защита для каждого, независимо от его взглядов, происхождения или общественной роли. Суд, который остается в границах закона, может не понравиться всем, но он выполняет свою функцию. Суд, который ориентируется на ожидания, а не на доказательства,
утрачивает право называться судом. И именно в этом выборе между правом и идеологией сегодня и заключается подлинное значение правосудия. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, донатьте. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Все будем обсуждать и далее. В уважительном тоне. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!